Приветствую всех на канале Артефактум. Тема сегодняшнего видео – сотворение мира в славянской мифологии. Надо сказать, что предания о сотворении мира в славянской мифологии очень многочисленны и неоднородны. Здесь нет того единства, с которым освещается эта тема в той же греческой или скандинавской мифологиях. К сожалению, нет единой легенды языческих времен о том, как возник мир. Более четкая картина вырисовывается у славян только в христианские времена. Поэтому в славянской мифологии вы найдете только реконструкции разных легенд на тему возникновения мира. В этом видео мы рассмотрим одну из таких реконструкций мифа, пришедшего к нам из глубокой древности. В его основе история о Роде, великом творце и самом древнем божестве славян. Итак, в начале времен мир пребывал во тьме. Не существовало порядка вещей, и время, события, материи и пространство были смешаны в одно целое – бесконечный хаос. Потом в мировом яйце, которое символизировало все космическое пространство, зародился род. Кстати, представления о мировом или вселенском яйце встречаются не только у славян. Оно фигурирует в космогонических мифах разных народов, в том числе в Индии, Древнем Китае и даже в некоторых древнеегипетских текстах. Далее из дыхания рода появилась любовь или богиня любви Лада. С ее помощью он разрушил свою темницу, вышел из мирового яйца и наполнилось все любовью. В понимании древних славян именно род был богом-творцом всего сущего. Он создал, или вернее родил всю Вселенную, привнеся порядок в бесконечный хаос. В роде были заключены все правила, из него они вышли и превратились в естественные законы мироздания. Сначала род отделил свет от тьмы, и появились день и ночь. Также он разделил правду и кривду, породил небо, землю-матушку, горы и реки, населил весь мир животными, рыбами и насекомыми. С тех пор все это зовется природа. Солнце вышло из лица рода, из груди месяц, из глаз звезды на небе, а из бровей зори ясные. Ветры появились из дыхания рода, а громы и молнии из его голоса. Весь созданный мир был поделен на три части – правь, явь и навь. Правь – это небесный мир для богов. Явь – мир живых, который населили животные и люди. Навь стал миром мертвых или царством тьмы. В центре мира вырос могучий дуб, который назывался мировым деревом. Его крепкие ветви связывали все миры, объединяли пространство и время. Древние славяне верили, что стоит этот дуб на острове Буяне, на камне Алтырь посреди мирового океана. Это и был для них тот самый воображаемый центр мира. Корни мирового дерева уходят в царство мертвых. Ствол находится на уровне земли, где обитает все живое, а крона оплетает мир божественный. Так был сотворен мир, все видимое и невидимое. Но некому было следить за соблюдением порядка в новом мире. И тогда род создал первого бога – Сварога. Великий бог-кузнец выковал стальные цепи и связал между собой воедино все элементы мироздания. Так Сварог довершил творение мира и стал верховным богом и покровителем людей. Женой Сварога стала богиня любви и красоты Лада. Она же верховная богиня в славянской мифологии. Сварога называли Отцом Небесным, а Ладу – Богородицей, потому что они стали прародителями всех славянских богов. В мир пришла упорядоченность, и с тех пор род ушел на покой и отдыхает спокойно на краю Вселенной. Кстати, есть мнение о том, что род – самое древнее божество славян, потому что предания о нем одни из первых в славянской мифологии. Само слово «род» оказало огромное влияние на формирование славянских языков в целом и русского языка в частности. Слово «род» употребляется в значении «племя» или «семья», а также является корнем огромного количества важнейших русских слов. Природа, о которой уже говорилось выше, рожать, родители, плодородие, урожай, Богородица, благородный и так далее, и так далее. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.